Синем Унсал – одна из самых популярных турецких актрис последнего времени. Широкую известность она получила благодаря роли в сериале «Узак Шехир», где сыграла Алью. С этого момента поклонники начали проявлять интерес не только к ее профессиональной карьере, но и к личной жизни. Поэтому мы решили рассказать вам о том, с кем встречалась актриса, как развивались ее отношения и что она сама говорила о любви. Начнем с того, что Синем не раз признавалась, что ей изменяли в отношениях, при этом не называя имен. В одном из интервью Синем откровенно рассказала о том, что ей не раз приходилось переживать измену. Да, изменяли, и не один раз. Я чувствовала это, догадывалась, спрашивала напрямую. Были те, кто признавался, а были и те, кто все отрицал. Иногда прощала, но потом меня обманывали снова, и тогда все окончательно заканчивалось. В итоге я поняла, отношения существуют на уровне сознания того, с кем ты рядом. Когда тебя предают, начинаешь терять веру в людей, в жизнь, в отношения, отмечала Синем. В 2018 году стало известно, что Синем состоит в отношениях с актером Кыванджом Кылынджем. Однако пара не стремилась афишировать свои чувства. Информация о них появлялась лишь благодаря фото в Инстаграм, которые публиковал сам актер. В одном из интервью Синем рассказала о знакомстве со своим возлюбленным. Мы познакомились на театральной сцене. Он автор спектакля, в котором я играю, и мы вместе выступаем на сцене. Сначала у нас были исключительно профессиональные отношения. После месяцев репетиций они переросли в дружбу. Чем лучше мы узнавали друг друга, тем больше замечали, как хорошо проводим время вместе, как интересно разговариваем, как понимаем друг друга и насколько похожи наши жизненные цели. Эта дружба постепенно стала приобретать более глубокие и эмоциональные оттенки. Наши отношения развиваются и становятся только крепче и прекраснее. В спектакле он играет роль мужчины с безответной любовью. Это полная противоположность нашему настоящему прекрасному союзу, отметила Синем. При этом актриса подчеркивала, что не любит афишировать свои отношения. «Я не предпочитаю проживать свою личную жизнь на показ. Я хочу, чтобы меня знали благодаря моей актерской деятельности. Поэтому я не показываю свою личную жизнь в социальных сетях. В отношениях я действительно очень счастлива. По сравнению с Кыванджем, я работаю в гораздо более интенсивном ритме. Я благодарна ему за то, что он смог подстроиться под такой нестабильный график моей работы. Мы с Кыванджем не строим наши отношения через призму профессий. Поэтому у нас никогда не было вопросов о том, сложно это или нет. Мы любим друг друга как личности». Также Синем описала любовь следующими словами. «Наверное, я не могу точно объяснить, что такое любовь. Но если это значит построить общий мир, не разрушая жизни друг друга, и любить и уважать друг друга, не ставя себя выше другого, тогда мы действительно безумно влюблены. Мне кажется, любовь – это как рефлекс, непроизвольное движение, и это очень красиво. В эти дни в моей жизни есть такая любовь, которая заставляет меня чувствовать себя очень свободной и счастливой», отмечала Синем. Позже актриса дала интервью, где удивила своей откровенностью. Журналист спросил Синем, как бы она описала любовь. Актриса ответила: «Каждый раз мне сложно дать определение любви. Я не могу объяснить, что такое любовь, и даже не уверена, жила ли я настоящей любовью. По моему мнению, никто этого точно не знает, ведь для каждого любовь означает что-то свое, и нет единого абсолютного определения». Журналист удивился и спросил, серьезно ли она так думает. Синем подтвердила серьезность своих слов и с улыбкой сказала, что не знает, была ли когда-нибудь по-настоящему влюблена. Однако, если вспомнить моменты, когда она испытывала очень сильные чувства, для нее это ничего не меняет, потому что она не любит терять контроль. Журналист поинтересовался, испытывает ли она те высокие чувства любви, когда земля уходит из-под ног и так далее. Синем ответила, что она не чувствует себя так и даже не хочет, чтобы это происходило. Она не хочет отношений, в которых теряет себя и свою голову. При этом Синем вновь подчеркнула, что она счастлива в отношениях с Кыванджем. Летом 2022 года Синем начала сниматься в летней мелодраме Гизли Саклы.
где ее партнером был Халид Özgür. Спустя месяц после премьеры сериала стало известно, что Синем рассталась со своим возлюбленным Кыванджем, с которым встречалась 4 года. Как писали СМИ, причиной стали разногласия во взглядах на жизнь. Расставание прошло спокойно и без скандалов. Сериал «Синем» продлился всего 8 серий и завершился в августе. Всего через несколько дней после финала сериала «Гизли Саклы» Синем и ее партнер Халид заметили в Белграде. Пара держалась за руки, и стало понятно, между ними вспыхнули чувства. Позже Синем подтвердила отношения, коротко сказав: «Мы действительно ездили в отпуск вместе, все идет хорошо». В одном из интервью журналист напомнил Синем ее слова о том, что она не знает, проживала ли настоящую любовь или нет. Актриса улыбнулась и подтвердила, что тогда действительно так думала. Ее спросили, изменилась ли эта позиция с тех пор. Синем призналась: «Я полюбила». На вопрос о том, как она поняла, что это настоящая любовь, актриса ответила, что это было что-то совершенно новое для нее, то, чего она никогда раньше не испытывала. Именно это, по ее мнению, и есть любовь. Журналист попросил ее раскрыть, что для нее теперь значит любовь. Синем объяснила: «Любовь – это желание видеть человека целиком, любить в нем что-то новое каждую минуту. По-моему, любовь – это принятие. Это не значит не замечать недостатки, а значит видеть больше положительного и поэтому принимать его целиком». Синем подтвердила, что речь идет о ее новом парне Халите, и отметила, что не хочет сглазить, потому что они очень счастливы и отношения идут прекрасно. Журналист поинтересовался, начались ли их отношения на съемочной площадке, ведь они вместе играли в последнем проекте. Синем ответила, что на самом деле они очень разные люди, поэтому, когда познакомились, то не взлюбили друг друга и даже обсуждали друг друга за спиной. Синем поделилась: «Когда начались съемки, я подумала, я точно не смогу работать с этим парнем. Он думал так же. У нас не было общих точек соприкосновения, и взгляды на жизнь очень отличались. Но в нем есть что-то дьявольски притягательное, а у меня терпение. Мы стали хорошими друзьями на работе. И постепенно все случилось само собой. Меня покорила в Халите его личность целиком. Это не что-то одно, а вся его сущность», — рассказала Синем. Спустя 5 месяцев, в декабре 2022 года, стало известно, что Синем и Халид расстались. Уточнялось, что причиной разрыва стали разногласия во взглядах. Журналисты обратились за комментарием к Синем, и она ответила: «Мы расстались уже довольно давно. Не хотелось бы больше поднимать эту тему. Он мой дорогой друг. Мы приняли это решение, чтобы сохранить нашу дружбу и не разрушить ее из-за личных отношений». Летом 2023 года стало известно, что Синем состоит в отношениях с актером Берком Джанкатом. Актриса решила не тянуть с подтверждением и честно сказала журналистам: «Мы начали очень теплые и милые отношения. Берк очень благотворно на меня влияет. Думаю, ему тоже хорошо со мной. Вот и поэтому мы вместе». Недавно актриса вновь прокомментировала свои чувства в интервью. Журналист заметил, что сейчас она переживает очень счастливый период, но вместе с тем она и Берк живут в разных городах из-за съемок в сериале. Синем призналась: «Берк был моей главной поддержкой, когда я принимала решение уехать в Медиат. Он вселил в меня уверенность, верил в меня, был рядом, и это очень меня мотивировало. Мы вместе прошли через все этапы принятия этого решения, знали, что нас ждет, и были готовы ко всему. Единственное, что дается непросто, это разлука. Но, как ни удивительно, именно она питает нашу любовь. Мы не потеряли ту гармонию, которую так бережно выстраивали раньше». На вопрос о том, как она чувствует себя рядом с любимым, Синем ответила с теплотой: «Как принцесса. Если серьезно, чувствую себя самой собой. Очень свободной, защищенной, сильной. Мне кажется, рядом с ним я могу все. Благодаря Берку я научилась говорить «нет», перестала себя изнурять, перестала делать то, что меня разрушает. Он первый, кто меня останавливает и спрашивает: «Ты этого сейчас действительно заслуживаешь?» Его поддержка и забота помогают мне быть собой. И да, от этого действительно ощущаю себя принцессой». Синем также рассказала,
что в отношениях они особенно вдохновляют друг друга в моменты, когда нужно сохранить позитивный настрой. Жизнь непростая, и каждый из нас иногда сталкивается с трудными периодами. И вот тогда один становится опорой для другого. Думаю, именно в такие моменты мы вдохновляем друг друга сильнее всего. Берг – моя родственная душа. Несмотря на то, что сейчас Синем живет в Мардине, из-за съемок в сериале «Узак Шехир» расстояние не стало препятствием для любви. При первой возможности Берг прилетает к ней, чтобы провести время вместе. Синем впервые так открыто делится своими чувствами. Она с благодарностью говорит о Берге в интервью, публикует совместные фото и видео. Сразу заметно, что эти отношения занимают особое место в ее жизни. Мы рассказали вам о личной жизни Синем Усал. Пишите в комментариях свое мнение. Спасибо за просмотр.